Привет, дорогие друзья! Мы сейчас находимся в Уишань, конкретно вот эта вот дорога на Тунму. И сегодня я хотел рассказать про такой интересный аспект уишанских улунов, который называется янь-юнь, или утесная мелодия. Обычно всем традиционным уишанским улунам приписывается наличие этого свойства, этого качества. На самом деле я бы немножко хотел сказать о одном интересном таком аспекте, который я заметил, обратил на него особенное внимание именно сейчас. Потому что мы каждый раз очень много ездим по разным нашим и постоянным поставщикам, и ищем новых, то есть пьем очень много чая. И действительно интересный момент, то что каждый завод, каждый производитель имеет вот эту как раз свою мелодию, если говорить о хорошем чае. То есть так или иначе вот вся линейка сортов каждого производителя имеет что-то свое. И именно как раз поэтому интересно искать новых производителей, потому что это такая вот работа, скажем, безостановочная. То есть нельзя вот так взять, вот нашел и все, успокоился, выдохнул. Вот это вот самое, наверное, такое, скажем, опасное ощущение в любом человеке, который занимается тестингом, который отбирает сорта. Это вот эта как раз остановка в развитии, то есть постоянно что-то появляется новое. Обязательно, если есть какой-то хороший производитель, есть еще другой, который тоже хороший, но по-другому. И часто даже нельзя сравнивать, что там вот чай хуже, здесь он лучше. Если в любом случае сырье хорошее, мастера хорошие, и все равно каждый делает разный чай. И так вот, эта самая утесная мелодия, если говорить про уишанский улун, она везде разная. И если приезжаешь к хорошему мастеру, то интересно, что вот все сорта, каждый сорт так или иначе имеет вот эту вот нотку. Вот. То есть, например, сейчас мы были у одного очень хорошего производителя, которые делают такие вот сильно джунхунбэй, то есть сильно прожаренные традиционные, сильно прохунбэйные традиционные улуны. И на самом деле вот это, наверное, самое сложное гунфу сделать как раз недостаточно сильно пережаренный, но и при этом не слишком светло-цветянистый, а именно вот как надо. И вот пропив всю линейку чаев как надо, мы поняли, что вот она и есть та самая утесная мелодия, которую мы словили именно вот у этого. То есть ни на одном другом заводе, ни у одного другого производителя именно такого вкуса не было. Вот. И в этом как раз заключается сложность поисков и радость от того, что ты нашел. То есть мы сейчас приехали на эту реку, значит, сейчас осень, оголились очень красивые камни, которые весной и даже летом их не видно, здесь очень сильный поток идет воды. И просто вот в таком приятном чайном состоянии радуемся тому, что мы нашли, и скоро порадуем вас. До новых встреч!